привет! Меня зовут Вероника, и в этом видео мы продолжаем подготавливаться к 1 сентября и сделаем пышный праздничный бант в школу. Забегу немного вперед и скажу, что впереди вас ждут еще и школьные заколки, и лента в косу, и комплект галстук-бабочка для мальчика, так что подписывайтесь, если еще не подписаны, нажимайте на колокольчик под видео, чтобы не пропустить мои новые видео. Итак, приступим. Нам понадобятся отрезочки атласной ленты белой шириной 5 сантиметров и длиной 16 сантиметров. Таких отрезочков нам понадобится 12 штук. Также 12 штук нам понадобится отрезков парчевой ленты. У меня эта лента 4 сантиметра, но также можно взять ленту 5 сантиметров. Даже удобнее будет складывать, так как у меня в наличии ее сейчас нет, я буду складывать из ленты 4 сантиметра. Вы можете брать 5 сантиметров, если у вас есть. Также эти отрезочки длиной по 16 сантиметров, и также этих отрезочков нам понадобится 12 штук. И понадобится нам вот такая вот серединка для цветка. Первый верхний ярус, верхний слой цветочка я уже сделала, то есть мы будем складывать сейчас с вами вот такие необычные, очень пышные, красивые лепестки. Давайте приступим, я покажу вам, как они складываются. Соединим ленту из парчи и атласную ленту между собой, тем самым оплавив им обоим края. Складываем две ленты изнаночными сторонами друг к дружке, то есть лицевые стороны у нас остаются снаружи каждого отрезочка. Если у вас лента парча, как и у меня, 4 сантиметра и меньше, чем белая, соединяем ее здесь, вот уголок к уголку, край к краю. Здесь у нас получается 1 сантиметр. Вот таким образом мы немножко зафиксировали края ленты. Таких отрезочков у нас должно получиться 12 штук. А теперь из них мы будем заворачивать вот такие лепестки. Как вы видите, я уже подготовила несколько заготовочек, несколько лепесточков для нашего цветочка и подготовила верхний ярус цветка, чтобы вы видели, какой красивый и пушистый получается. А когда мы добавим сейчас нижний ярус, он вообще будет очень-очень красивый. Предлагаю вместе со мной завернуть лепесточек и собрать цветочек. Давайте приступим. Берем нашу ленту серебряной блестящей стороной парчой к себе. Если у вас лента парча 5 сантиметров, то вам не важно, с какой стороны начинать. Рассказываю тем, у которых парча, как у меня, 4 сантиметра. Берем уголок, который у нас совмещен вместе с белой атласной лентой, и начинаем загибать с него. Загибаем ровно по уголку, у нас получается треугольник. Нигде не делаем складочки, не проводим. Берем иголочку, закрепили вот таким образом. Теперь заворачиваем этот треугольничек, переворачиваем этой стороной вверх. Теперь переворачиваем стороной ленты атласной к себе. Треугольничек у нас остался вот там. Берем вот этот уголок, где у нас меточка, где у нас прихвачен угол треугольничка, и отгибаем ленту наверх. Отогнули ленту наверх, прихватили пальцами, и теперь
выгибаем, складываем вот таким образом. Вот у нас была отогнута ленточка наверх, мы ее заворачиваем назад, выкручиваем. Сейчас мы сделаем второй с вами лепесток, и вы поймете. Вытаскиваем вот эту иголочку и закрепляем весь уголочек, все то, что у нас совместилось друг с дружкой, все уголочки, все совместили. Вот такая у нас заготовочка получается. Давайте еще раз закрепим. Берем уголок, закладываем его вверх налево, фиксируем иголочкой. Дальше складываем этот треугольничек еще раз на ленту, закладываем дальше, переворачиваем вверх уголком, переворачиваем ленту от себя и закладываем уголок, отгибая ленту строго наверх, ровно совмещая вот эту вот линию перпендикулярную вот нашему первому треугольничку. Фиксируем иголочкой, можно не фиксировать, не вытаскивать. Я сейчас просто вам показываю, как. На себя отворачиваем назад и совмещаем. Еще раз. На себя и совмещаем. Лепесточки у этого цветочка получаются как бутончики роз. Поэтому этот цветочек очень-очень нежный и красивый. На нижний ярус нам потребуется 7 заготовок. Теперь нам нужно их все вместе прошить. На каждой стороне, то есть на каждой детали по низу мы делаем 8 проколов иголкой. Закрепляя первым вот этот вот уголок, подхватив все слои подхватив, и пошли делать 2, 3, 4, 5, 6, 7. И 8-м последним проколом мы фиксируем вот эти все уголочки друг с другом. Все подхватили уголочки. Таким образом нам нужно набрать на нитку все наши детали. Вот такая гирляндочка у меня получилась. У вас должна получиться точно такая же. Складывайте листочки. Если у вас не получается с первого раза, не отчаивайтесь. Возьмите для начала одну ленту, не складывайте ее с парчой. Возьмите атласную ленту и потренируйтесь. Этот лепесточек, ну, получается не с первого раза, но если потренироваться, потом очень-очень быстро получается. Так что старайтесь, я в вас верю, у вас все получится. Когда мы набрали все лепесточки, теперь нам нужно все это стянуть. Я люблю делать так. С другой стороны тоже подтянуть и не оставлять там узелочек, потому что атласная лента имеет такое свойство пропускать мимо себя узелочки, и у вас тогда может распуститься весь ваш цветочек набранный, и вам придется начинать работу по складыванию и набиранию, нанизыванию заново. Да, и на этом этапе тоже главное не переборщить с утягиванием.
Так, давайте я вам измерю примерно до какого состояния, до какого диаметра я затянула нижний ряд. Получается дырочка где-то диаметром 2,5 сантиметра. 2,5, чуть-чуть может быть больше, 2 сантиметра 7 миллиметров. Теперь нам необходимо все это закрепить на кружочек фетра, либо вы можете взять ту же атласную ленту, отрезать квадратик 5 на 5 сантиметров и вырезать из него круг. Далее этот кружок обрабатываем. Вот так у вас должно получиться. У вас должен получиться круг диаметром почти 5 сантиметров. Теперь возьмите какую-нибудь подложечку, чтобы у вас не прилип цветочек вместе с кружочком к столу. Я беру крышечки от сметаны, простокваши, вырезаю серединку. У меня получаются вот такие вот очень удобные подкладочки. Когда я что-то клею, что-то делаю, я всегда их подкладываю. Давайте собирать наш цветочек. Очень важно перед тем, как вы будете лепить наш нижний ярус на фетровый кружочек, на кружочек из атласной ленты, очень-очень важно сначала расправить все вот эти вот складочки, потому что потом вы их не расправите. Расправляйте их сразу. Ну вот, нижний ярус наш готов. В принципе, если взять большую серединку или сделать какие-то другие лепесточки, это будет в следующем моем мастер-классе. Можно сделать немножко другой цветочек, но об этом чуть позже. Сегодня мы делаем вот такой вот пышненький на 1 сентября, поэтому и серединку мы сделали тоже еще один ярус из таких же лепестков. А мы сегодня украсим вот такой вот серединкой из бусин и страз. Я ее буду пришивать сейчас вот к этому, к верхнему слою, к верхнему ярусу нашего цветка. Завязали узелок и пропустим нашу нитку с изнанки верхнего яруса цветка.
Закрепим нашу нить также с изнаночной стороны нашего верхнего яруса. И подклеим дополнительно все непроклеенные места. Ну вот, цветочек наш готов. Теперь крепим его на основу, заколку или резинку. Цветочек получается у нас 12,5 сантиметров в диаметре. Он получается большой, очень нарядный, пышный и необыкновенно красивый. Ваша принцесса на 1 сентября будет самой-самой-самой роскошной и красивой. Спасибо всем за просмотр. С вами была Вероника. До новых видео. Пока-пока.